Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Голос Анха. Сегодня в видео я расскажу про ближайшее новолуние, которое ожидает нас уже 25 июня. Уже завтра нас ожидает значительное астрономическое явление – новолуние. Это событие, хотя и характеризуется временным исчезновением Луны с ночного небосклона, оказывает существенное влияние на энергетическое состояние жителей Земли. Сам факт скрытия Луны, нашего естественного спутника, не является просто астрономическим наблюдением, а несет в себе глубокий символический и, по мнению многих, энергетический смысл. Дело в том, что новолуние – это не просто фаза лунного цикла, это точка перехода, зарождение новой лунной энергии, которая, как считается, влияет на все аспекты нашей жизни – физическое и эмоциональное состояние, межличностные отношения, работу и карьеру. Цикличность лунных фаз обусловлена изменением освещения лунной поверхности солнечным светом. В зависимости от положения Луны относительно Земли и Солнца мы наблюдаем различные фазы – новолуние, растущую Луну, полнолуние и убывающую Луну. Каждый цикл длится приблизительно 29-30 дней, синодический месяц. Новолуние, как наиболее мистическая фаза, характеризуется расположением Луны между Землей и Солнцем. В этот момент для земного наблюдателя лунный диск практически невидим. Этот период часто ассоциируется с ощущением снижения энергетического уровня, упадка сил и некоторой апатии. Многие люди отмечают ухудшение самочувствия, повышенную раздражительность или наоборот заторможенность. Однако, несмотря на потенциальные негативные последствия, новолуние также считается благоприятным временем для очищения и обновления. Этот период подходит для освобождения от вредных привычек, от негативных эмоций и отрицательных установок. Символизм новолуния указывает на начало нового цикла, на возможность чистого листа в различных сферах жизни. Именно поэтому многие астрологи и эзотерики рекомендуют использовать это время для постановки новых целей, для планирования будущего и для принятия важных решений, направленных на самосовершенствование. Это момент для глубокого самоанализа, для оценки достигнутого и определения новых направлений развития. Тем не менее, новолуние не всеобщий эликсир успеха. Не все начинания будут успешны в этот период. Например, астрологи часто не рекомендуют запускать новые крупные проекты, особенно связанные с бизнесом или финансами. Переговоры и важные встречи лучше отложить на более благоприятное время. Влияние новолуния на эмоциональное состояние также следует учитывать. Повышенная чувствительность и раздражительность могут отрицательно сказаться на взаимоотношениях с окружающими. Поэтому важно проявлять терпение и внимательность в общении, избегать конфликтов и споров. Влияние новолуния индивидуально и зависит от множества факторов, включая знак зодиака, в котором происходит новолуние, и личный гороскоп человека. Возможны как положительные моменты – легкость в общении, оригинальность мыслей, так и отрицательные – рассеянность, нерешительность, сложность в концентрации внимания. Поэтому важно быть осознанным и внимательным к своим чувствам и действиям в этот период. А на сегодня это все и помните. Внимательное отношение к собственному самочувствию, планирование своих действий и учет астрологических прогнозов помогут смягчить потенциально негативное воздействие новолуния и использовать его энергетику для своей пользы. И помните, что астрология – это лишь инструмент для понимания, а не строгий предсказатель будущего.